Итак, друзья, добро пожаловать в продолжение нашего путешествия, погружения в религию и магию древних скандинавов. Первая часть у нас была о религии, посмотрите ее, кто это еще не сделал. А здесь мы поговорим в основном о магических практиках, о рунах, о колдовстве и тому подобном. Опираться я буду на исторические источники, так что подписывайтесь на наш канал и приятного вам просмотра. Процесс возникновения рунического письма очень коротко и лаконично описал в 1943 году офицер СС, руководитель рунического отдела Анненербе Вольфганг Краузе. Мы помним, чем занималась эта организация. Наследие предков, оккультизм, поиск разных оккультно-мистических артефактов по всему миру, таких как там Святой Грааль, или поиск Шамбалы в Тибете и так далее. И Краузе, который всю жизнь свою посвятил изучению классической филологии, изучению индоевропейского наследия, он говорит о том, что древние германцы в эпоху Бронзового века использовали в своих магическо-ритуальных практиках некие идеограммы, дорунические, которые были достаточно просты в написании и были похожи на североиталийское письмо. И действительно это и подтверждается археологией, потому что в 19 веке был найден в Словении так называемый шлем из Негау. Это древний альпийский шлем. На этом шлеме была надпись, похожая на руны, но на самом деле она на италийском алфавите. И там написано «Харигасти Тейва». Сложно это перевести. Тейва, возможно, это бог, но есть такой авторитетный западный рунолог Эдред Торсон, который писал книги по рунам, по магии, изучал магию готов. Он говорит о том, что Харигасти — это одно из древних имен Одина. То есть на шлеме, скорее всего, написано Один и Тюр. Ну и в принципе это логично, да, потому что на шлеме указаны имена богов войны. И тут возникает вопрос, а что делает руны магическим инструментом? И тут мы опять подходим к краеугольному камню всей германо-скандинавской религии, к Вотуну, Одину. Потому что он не только бог войны, высвобождающий сильные чувства, он также верховный маг, колдун и некромант, близкий всякой оккультной тайне. Вот он приносит сам себя в жертву самому себе на мировом древе, ясене Игдрасиль. Он пригвождает себя своим же копьем и висит в таком состоянии 9 ночей без еды и воды. И он наблюдает в глубины Нифельхейма. Мировое древо мы можем представить себе как некую космическую ось, которая проходит через все мироздание. То есть у нас ветви дерева идут в божественные миры, ствол находится в срединной обители в Мидгарде, а корни уходят под землю, да, то есть подземные царства. То есть Один принес себя жертву на всех уровнях бытия. И согласно скандинавской мифологии, под корнями этого дерева Игдрасиль находятся 3 девы Норны, которые плетут нити судьбы человека. И когда их надо, их обрезают. И можно предположить, что Один не изобрел руны, он их получил от этих самых Норн, которые были из древнего рода турсов. А мы знаем, что турсы — это более древние сущности даже, чем боги. И получается, что Один, благодаря своему жертвоприношению, познал судьбу, да, то есть познал тайны жребия. И он вырезал руны на зубах своего коня Слейпнира, на копье, и дал руны человеку. И с тех пор руны стали сильнейшим магическим инструментом, овладеть которым может только тот человек, который за это заплатит высокую цену, какую заплатил сам Один. После этого жертвоприношения он еще и стал покровителем повешенных. Есть такие строки, где Один говорит: «Увидев на дереве в петле повисшего, так руны вырежу, так их окрашу, что он оживет
и беседовать будет. До появления рун скандинавы использовали наскальный рисунок, что делали, в принципе, многие древние народы. По всей территории Скандинавии найдено огромное количество петроглифов. И самое интересное, что найдены они в таких пограничных местах ландшафта, то есть на берегах рек, возле водопадов, порогов. И там мы видим, что скандинавы изображали сцены охоты, людей, богов и также самые главные такие для себя сакральные символы, там символы солнца. И, естественно, они очень любили рисовать ладью, да, потому что если мы посмотрим ландшафт Скандинавии, мы поймем, что без ладьи там решишь куда-то пойти и там сразу же себе просто переломаешь все ноги. Далее появляются уже те самые такие прото-руны, которые мы видели на шлеме из Негау. И в первом веке нашей эры римский историк Корнелий Тацит в своей замечательной книге «Германия» пишет, что германские жрецы при прорицании делают деревянные плашки из ветки и достают некие символы. И говорит, что германцы, как германцы, никто не был проникнут так верой в жребий. То есть, скорее всего, здесь речь идет уже именно о рунах. И с этого момента можно сказать, что начинается такой классический период рунического искусства. Рунами, как магическим инструментом, владеют эрили. Эриль – это маг. И это слово происходит от названия германского племени герулов. Да, то есть по-латински это было эрули, то есть эрили. Переводится как маг и воин. Полагают, что это даже была не этническая группа или племя в традиционном смысле, а герулы были такой кастой воинов. То есть на самом деле, скорее всего, это были уже такие берсерки еще задолго до эпохи викингов. Именно они были мастерами рун, потому что мы помним, они посвятили свою жизнь служению Одину, и, конечно, они могли там на оружии, там на щите изобразить какую-нибудь боевую руну. Очень интересный момент, что в Норвегии в 2001 году был найден так называемый свингерудский рунический камень. Его датируют первым годом нашей эры до 250-го. То есть на сегодняшний день это вообще один из самых древних рунических камней найденных. И этот камень находился на могильнике. И большинство рунических камней, они были найдены на курганах. То есть мы понимаем, что руны играли важнейшую роль в священном похоронном ритуале. То есть эриль, маг, воин, он, получается, запечатывал курган. И эти руны чаще всего были нанесены на камень вовнутрь, да, то есть в нижние миры. Есть еще один камень уникальный, который представлял собой такую мощную песчаниковую плиту, закрывавшую вход в курган, датируемый IV веком на острове Готланд в Швеции. В начале 20 века археологи этот курган распечатали. И впервые они находят на вот этой плите вырезанными все 24 руны старшего футарка. Футарком их называют, потому что каждой руне сделали соответствие с латинским алфавитом, да, и вот по первым 6 рунам получается слово футарк. То есть вот эти 24 руны – это самые древние руны на сегодняшний день, и именно ими работали маги. И возникает вопрос, а почему эриль должен был каким-то образом запечатывать курган и наносить руны? Дело в том, что руны — это уже, даже вот использование всех 24 рун просто в ряд, это уже считалось сильным магическим заклинанием. То есть маг таким образом, во-первых, он как бы ограждал живых от влияния, от сверхъестественного влияния, да, там, мира мертвых. С другой стороны, эриль защищал мертвых от живых. Нанеся такое проклятие на камень, человек, который мог решиться, например, курган разграбить, а таких случаев было много, ну, как бы это делалось для того, чтобы как бы человек потом уже не вернулся живым, желательно, оттуда. То есть это была одна из главнейших вообще целей.
Для чего вообще нужно было магу запечатывать вот этот вот, создавать преграду между миром живых и мертвых? Вообще у скандинавов очень был развит культ предков. То есть тут надо вот это понимать, что, например, человек, у которого в жизни какая-то сложная ситуация, и ему хочется обратиться за советом, он, в принципе, мог, зная, что там похоронены его предки, пойти и посидеть на кургане. И эта практика, кстати, она была очень распространена. То есть даже до 19 века вот там художники писали подобные пейзажи на курганах. И, например, у исландцев сегодня у них у многих дома просто там стена, она заполнена фотографиями предков. И они также часто посещают кладбище, несмотря там на церковные праздники, да, то есть не раз в год, а практически делают это регулярно. Но сейчас мы перейдем к самому интересному и немного жуткому. Для чего же все-таки курган запечатывается? И обряд похоронный, он должен был проходить правильно. Скандинавы верили в некоторых сущностей, таких как драуги и хогби. Драуг — это, то есть, ну, можно сказать, что это не мертвые. То есть это некая сущность, как привидение или как мертвец, который просто ходит и кошмарит людей. А хогби — это курганный житель. То есть это сидит человек, который был похоронен в кургане, он там мог быть с мечом, с доспехами, и он как бы охранял сокровища. Об этих сущностях мы узнаем из родовых исландских саг, которые, в принципе, нам показывают, как практиковалась магия у скандинавов, да, то есть такие прям бытовые примеры. И вот в одной из моих любимых саг, саге о Гретере, тем, кто смотрит это вечером, имейте в виду, немного жуткая история будет. В саге о Гретере описывается, как в Исландии был хозяин один в поселении, и ему нужно было пасти овец. Овцы куда-то ходили гулять, в итоге они начали пропадать, и жители понимают, что там завелся какой-то злой дух, потому что или мертвым находят овец. И к этому хозяину подходит человек, говорит: слушай, а у меня вот тут швед появился один, вот он, в принципе, хотел бы поработать. А шведа звали Глам. Ну вот хозяин разговаривает с этим Гламом, говорит: ну, поработаешь, правда, работа немного опасная. А Глам спрашивает: а что опасно? Он говорит: ну, у нас там злой дух завелся. Глам говорит: да, я вообще не боюсь никаких злых духов. Давай, зима начнется, я пойду на работу. Начинается зима. Самое интересное, что Глам, он приходит в дом к хозяину, и хозяйке говорит: дай мне поесть. И описывается сцена, что хозяйка в негодовании, потому что сейчас уже Рождество, вот накануне, да, и как бы нельзя, там все постятся. И Глам говорит, что да вообще, знаете, я не верю в ваши эти обычаи, и там Богу не молюсь. И как по мне, вообще в старые времена было гораздо лучше. То есть он, ну, по сути, был язычником. В итоге ей пришлось его накормить, и он идет пасти овец. Начинается сильная метель, и Глам не возвращается. Люди идут на его поиски и находят его мертвым. А возле него такие огромные следы размером с бочку. То есть, ну, тут злой дух, тут речь идет именно о троллях. Помните, в первой части видео, да, я говорил, что тролль, злой дух, который может и превращаться в кого-то, да, у него есть такие навыки там превратиться в волка, например, скот похитить и так далее. В итоге Глам лежит мертвый, его пытаются отнести в церковь, чтобы как бы по-божески похоронить. Не получается. Слишком сильная метель, и он еще и тяжелый. Возвращаются со священником, и Глама нет. Священник на это все дело плюет, уходит, и только священник ушел, опять Глам появляется. В итоге его не могут донести до церкви, так и бросают, и просто делают каменную насыпь, как бы похоронили. У скандинавов это называется хёригер, да, то есть это захоронение такое, когда человека положили, засыпали камнями, как бы и нормально. И тут начинается самая жуть. В поселение к ним приходит главный герой саги Гретер. Приходит к этому хозяину, говорит: может, переночую. Хозяин его тоже предупреждает, говорит: слушай, у нас тут какая-то нечисть происходит. У нас тут оживший Глам, который приходит, а люди его видят, падают в обморок, кто-то лишается рассудка, он прыгает по крышам. В итоге Глам этот ожил и вот ходит и реально кошмарит поселение. Гретер говорит: я помогу вам с ним справиться. Наступает ночь, Гретер спит и слышит ночью, как будто кто-то на коне скачет по крыше. Он понимает: ага, пришел этот товарищ. И тут вдруг эта нежить
заходит в дом, и они с Гретером вступают в бой. Лютая схватка происходит. И когда они сражаются, они выпадают из дома на улицу, и этому не мертвому Гламу луна как бы попадает на лицо, и Гретер, получается, сверху, у них бой, и этот Глам говорит Гретеру, смотря ему в глаза, что я тебя проклинаю. То есть с этих пор ты никогда не станешь сильней, чем мог бы быть, если бы со мной не встретился. Ты везде будешь изгнанником и закончишь очень плохо. Кстати, в итоге его проклятие сработало, потому что Гретера в итоге, его там извела колдовством одна, ведьма. Она там, кстати, начертала руны на деревянной доске, окропила их кровью. Об этом сейчас я чуть дальше расскажу. В итоге Гретер отрубает этому Драугу голову и кладет между ляжек. У скандинавов было поверье в то, что такую нежить можно уничтожить, только отрубив голову, положив потом ее к ляжкам, а потом сжечь и где-нибудь там разбросать подальше от людей и дорог. Так что священный похоронный ритуал использования рун — это был ключевой момент. И к 8 веку нашей эры уже постепенно старшие руны уходят из употребления. То есть вообще заканчивается такая волшебная эпоха Венделя. То есть это время, когда низлагается династия таких последних королей-жрецов мировингов. В Британии разгромлены последние языческие князья Уэльса, которые свое происхождение возводили, между прочим, к богам. И надо понимать, что для людей того времени это было нормально, да, то есть датские конунги Скьольдунги, они напрямую возводили свой род к Одину. И те же инглинги, конунги Норвегии и Швеции возводили свой род напрямую к Фрейру. То есть руны постепенно трансформируются, и в эпоху викингов уже рун становится меньше. Их становится вместо 24 – 16. Выпадают ключевые с магической точки зрения руны, такие как Перт, Ингус, Ер, Одал. И рунами, в принципе, уже можно вести деловую переписку. И в любом случае, все равно к рунам сохранилось такое отношение, как к сакральной письменности. Все равно они использовались в магии, сейчас мы поймем как. Для этого нам важно сказать о таком человеке, как Эгиль Скалогримсон. Это исландец, который, в принципе, собой и олицетворяет всю скандинавскую магию. Ну, во-первых, он был скальдом, то есть поэтом, он был берсерком и знатоком рунического искусства. И между всеми этими вещами мы ставим равно. Это и есть скандинавская магия. Эгиль происходил из рода таких же берсерков, да, там у него прадеда звали Бьяльви Звериношкурый, дед был берсерк Ульф по прозвищу Вечерний Волк, отец Грим Лысый, один из первопоселенцев в Исландию. И в саге об Эгиле описывается, как Эгиль, будучи 7-летним ребенком, пошел у себя в Исландии поиграть в футбол. А там были ребята чуть-чуть постарше. Один мальчишка 10-11 лет начал что-то над Эгилем смеяться. А Эгиль, он такой родился темненьким, да, то есть он такой вообще здоровый, такой слишком был, не очень такой симпатичный, да, по скандинавским меркам, там, наверное, все были блондины. В итоге 7-летний Эгиль идет в сарай, берет топор, возвращается, этого парнишку просто зарубил. И самое это забавное, что когда Эгиль вернулся уже к себе домой, и мать его об этом случае узнала, она говорит: о, здорово, сын вырастет, будет викингом. И тут Эгиль сочиняет вот эту знаменитую песню, которую мы видим в сериале «Викинги». Помните, там Харальд Прекрасноволосый, да, когда он там уже в Вальхалу отправляется, он там со своим братом, они вот поют вот этот шедевр. Эта песня вот именно из саги об Эгиле. Мать мне говорила, однажды я куплю лодку с добрыми веслами и уплыву к дальним берегам. Эгиль — это напрямую был человек Одина. То есть он был поэтом, он всю свою жизнь провел в такой творческой ярости, то есть он неоднократно участвовал в хольмгангах, то есть дуэлях того времени. И над умершим врагом он может сочинить какой-нибудь стишок. Да, то есть это такой реально человек, помеченный Одином, потому что мы помним имя Одина на древнеисландском. Это дух, ярость и поэзия. То есть это все Эгиль. И в одну из самых интересных саг, как раз в саге об Эгиле, где он главный герой,
Очень много примеров бытовых использования рун и там колдовства. Хрестоматийный пример, который показывает то, что к рунам относились достаточно настороженно, и люди понимали, что их неправильное использование может навредить. Мы видим ситуации, когда Эгель приходит в дом к человеку, и хозяин ему говорит: Эгель, а ты можешь посмотреть, у меня дочь очень сильно болеет. Эгель обыскал ее постель и находит у нее китовый ус с неправильно вырезанными рунами. Он эти руны соскоблил, сжег, начертал новые, положил, и девушка достаточно быстро выздоровела. Когда пытались понять, кто это сделал, кто подложил ей эти руны, оказывается, что у этих людей были соседи, у них есть сын, и этот сын к этой девушке сватался, но отец отказал в этом, и тот парень решил девушку таким образом приворожить. То есть мы видим, что в то время руны также активно могли использоваться в любовной магии, да, то есть с точки зрения приворота. Далее в саге об Эгеле описывается вообще такой уникальный пример такого темного северного колдовства. В общем, у Эгеля был враг конунг Эйрик, норвежский конунг. Кстати, ключевой момент, да, что семья Эгеля, они вообще были норвежцами, да, то есть мы помним, что Исландию открывали норвежцы, которые бежали от Харальда Прекрасноволосого. И вот Эгель со своей чудной родословной, да, это вот были те самые ребята, которые еще потом поуничтожали всех своих врагов. В итоге у Эгеля был вот этот враг конунг Эйрик, а у того была жена колдунья Гунхильд. Интересный момент, что сага говорит о том, что Гунхильд умела колдовать, потому что ее родители когда-то в юности отправили к лопарям в Финмарк. Финмарк — это Финляндия. Вот у меня тоже, когда я делал ДНК-тест, у меня достаточно высокий процент финской крови. И в то время, оказывается, финны, они слыли такими лютыми колдунами. И в исландских сагах мы видим подтверждение того, что часто знатные скандинавы ездили на обучение там, колдовству, да, к Финмарк, то есть к лопарям или финнам. В итоге, что делает Эгель? Он находится на острове, перед ним море, и там Норвегия. Он ставит палку, а на нее насаживает конскую голову. Он на ней вырезает руны и окропляет их своей кровью. Кстати, это ключевой момент. Кровь в рунической магии с древности, видимо, очень активно использовалась. Скорее всего, и эрили там классического рунического периода, да, когда они запечатывали курганы, наносили на руны кровь. Также это делалось, наверное, уже и в эпоху викингов. Ну да, это мы видим в исландских сагах. И, кстати, очень интересный момент, что некоторые конспирологи полагают, что даже до сих пор руны являются столь сильным магическим инструментом, потому что они на протяжении всей своей истории окроплялись кровью. И последнее такое было во Вторую мировую войну. Мы помним, да, что немецкие солдаты, они носили на себе рунические символы. И, по сути, они были окроплены кровью. Ну так вот, Эгель направляет вот эту конскую голову с вырезанными рунами в сторону Норвегии. И он произносит проклятие. И проклятие он адресует духом местности, которые как бы считаются покровителями Норвегии. Помните, в первом видео я говорил о том, что скандинавы, они в основном взаимодействовали не с богами, да, то есть взаимодействие с богами было крайне редким, то есть на очень большие праздники. Взаимодействовали с такими духами, как Ландветер, да, то есть духи местности. И Эгель говорит духам Норвегии, что вы не найдете себе покоя, пока не изгоните из своей земли конунга Эрика и его жену. В итоге этот конунг Эрик вынужден был отправиться в Англию, там и сгинул, а жена отправилась, по-моему, в Данию. Так что проклятие Эгеля очень даже неплохо сработало. Итак, давайте с этого момента мы разделим скандинавскую магию на мужскую и женскую. Почему? Дело в том, что у скандинавов действительно существовало подобное разделение. То есть мужская магия — это использование рун, да, то есть воин мог начертать себе руны там на копье или на щите, а женщины в основном занимались колдовством. И таких женщин-колдуней называли вельвами, да, то есть ведьмы.
О них мы знаем также из старинных мифологических источников, да, там, например, в снах Бальдера, в Старшей Эдде, там есть такие строки, что вот на восток от ворот выехал Один, где, как он ведал, Вельва могила. Заклинание он начал и вещью поднял. То есть мы видим очередной пример некромантии от Одина. И вот с этого момента начинается книга прорицания Вельвы, первая книга, да, Старшей Эдды, где эта ведьма рассказывает Одину о конце мира, да, там, о гибели богов, о Рагнарёке и так далее. И самое это интересное, что, посмотрев мифологию, мы, например, откроем Старшую Эдду, перебранку Локи. Там суть в том, что Локи приходит на пир, где сидят, пируют боги. И он последними оскорблениями просто проходится по каждому из них. А Один ему говорит там: да ты, Локи, вообще бабоподобный муж, потому что ты родил коня восьминогого. Да, то есть мы знаем, что согласно источникам Локи родил Одину вот этого коня восьминогого, да, Слейпнира. На что Локи ему говорит вот такую интересную вещь. А ты, я слышал, Одину, на острове Самсей бил в барабан, среди людей колдовал, как делают ведьмы. Ты муж женовидный. То есть Локи предъявляет Одину за то, что тот бил в барабан, колдовал как ведьма и по сути называет его Питером. А действительно, Один обучался колдовству у богини Фрейи из рода Ванов. Да? Мы помним, есть боги Ваны, боги плодородия. И это была их техника. И вот Фрейя, она этому обучает Одина. Ну, Одину, как бы, он готов был пожертвовать всем ради обретения там какой-либо мудрости. Ему, честно говоря, плевать было там, кто что скажет, но Локи как бы ему за это предъявляет. Далее. Сага об Инглингах. Тут тоже есть очень интересное замечание по этому поводу. Один владел тем искусством, которое всего могущественнее. Оно называется колдовство. С его помощью он мог узнавать судьбы людей и еще не случившиеся, а также причинять людям болезни, счастье или смерть, а также отнимать у людей ум или силу и передавать их другим. Мужам считалось зазорным заниматься этим колдовством, так что ему обучались жрицы. Понятно. Далее, чтобы понять, почему все-таки мужам считалось зазорным заниматься колдовством, мы это можем понять благодаря родовым исландским сагам, потому что в них неоднократно описывается ритуал, основной такой колдовской ритуал, которым занимались вот эти вот самые вельвы. И этот ритуал называется зейд. Это некая разновидность шаманизма, скорее всего, скандинавов. Этому обучили финны, лопари. И всегда, когда такая вельва приходила в поселение, для нее сооружался помост. Ее на этот помост поднимали. С вельвой всегда были помощники, которые пели ритуальную песнь, которая называется вардлок. Это делалось для того, чтобы вельву потом вытащить из этого пограничного состояния, потому что ее дух там где-то блуждает, но на самом деле во время ритуала просто эта ведьма становилась как бы одержимой. То есть она становилась одержимой богами, духами или чаще всего духами умерших. И вот чтобы потом она вернулась в свое тело, пелась вот эта ритуальная песня. И, возможно, она еще использовалась для того, чтобы создать некий такой магический круг, чтобы вельву как бы защитить от неких негативных последствий, да. Возможно, даже призывались вот эти женские как бы божества Дисы. В сагах описывается, что у вельвы всегда присутствовал посох или волшебная палочка. Очень часто они украшали эти палочки или посохи камнями. Археологи нам нашли огромное количество вот этих палочек. Есть красивая волшебная такая палочка из Кинта, Швеция. Также найдена палочка в Бирке, Швеция, также. Они найдены там и в Дублине, и на острове Мэн. То есть везде, где были скандинавы. Даже есть одна красивая палочка, найденная у нас в России, в Гнездово.
И сейчас мы подходим вот к такому ключевому моменту, для чего они использовали эту палочку. И благодаря этому мы сейчас поймем вообще, о чем идет речь. Для этого нам надо немного перенестись уже в такое средневековье. Что первым делом искали инквизиторы, когда заходили в дом к девушкам, которых подозревали в колдовстве? Первым делом, на самом деле, они искали метлу. Потому что в XIV веке была такая девушка дворянского происхождения Алиса Кителер. И эту дворянку заподозрили в колдовстве, ее обвиняли там в чернокнижии, а то, что она общается с демонами, там, ну и в самой жести. У нее там были мужья, которые почему-то умерли, и это все как бы считали, что это она их колдовством извела. В итоге ей, так как она была девушка дворянского происхождения, ей удалось улизнуть от инквизиции, и она отправилась в Лондон, если я не ошибаюсь, а ее слуги при допросе, да, рассказали, да, действительно, вот она колдовала, чернокнижница, и она просто втирала в метлу травы какие-то и что-то с этим делала. Оказывается, использовались ведьмами определенные травы. Археологи также нашли в Дании, в Фиркоте, у одной из ведьм, нашли мешочек, в котором была белина черная. Это ядовитое растение. Если его съесть, человек, скорее всего, просто умрет. Но у него была такая побочка в виде галлюцинации. И чтобы получить дозу, достаточную для того, чтобы вызвать вот эти галлюцинации, достаточно было втереть себе это в сальные железы. И теперь каждый в меру своей испорченности может понять, что все-таки делали ведьмы с этими травами. Куда они их втирали? Вот именно отсюда берется миф о том, что ведьмы там летают на посохе. Так что задолго до инквизиции еще в Скандинавии вельвы практиковали, скорее всего, да, вот палочки использовались именно для этого. Кроме белины были там мандрагора, было растение белладонна, да, красивое название белладонна, красивая женщина. По-английски это звучит как deadly nightshade, да, то есть по-русски смертельный послен. Оказывается, исландские саги нам говорят, что этот ритуал всегда в нем присутствовало нечто постыдное. И, скорее всего, это именно вот этот момент с использованием палочки, в которую втерта была вот эти растения, и потом эта палочка, ну там, сами понимаете. И когда это делала девушка, это было как бы, ну, это было жестко, но это было нормально. То есть, ну, даже, видите, авторы саг, они не описывали этот момент. Писали, что было нечто постыдное, этого достаточно. То есть все понимали, о чем идет речь. Но когда такое делал мужик, это было совсем жестко. Поэтому нам сага об Инглингах говорит, да, что мужам считалось зазорным этим заниматься, потому что, ну, это совсем. Но были мужики, которые этим как бы нормально занимались. Правда, да, за это их могли назвать таким словом, как эрги. Да, то есть, ну, просто пидор. Вот, и это было для людей того времени, это было самое вообще лютое, что можно было сказать мужику, да, то есть самое такое жесткое оскорбление. Теперь давайте посмотрим, как проходил вот этот вот, почитаем исландские саги, вот просто фрагменты с описанием вот этого ритуала. Ну, например, сага о людях из Озерной долины. Ингьяльд и его люди устроили там зейд, согласно древнему обычаю, для того, чтобы люди узнали о своей судьбе. Туда пришла одна сведущая в колдовстве финка. Ингмунд и Грим явились на пир со множеством людей. Финку посадили на высокое изукрашенное сиденье, и люди подходили туда за предсказанием, каждый со своего места, и спрашивали о своей судьбе. Она предсказывала любому, кто подходил, но относились к услышанному все по-разному. Там смысл в том, что там были также и христиане, которые вообще не хотели эту ведьму слышать, да, потому что они говорили: нет, мне ваши вот эти вот языческие штуки, пожалуйста, не надо. А вот теперь шикарный пример из саги о Гисле. Как раз пример, где в роли колдуна там некий Торгрим Нос, мужчина. Кстати, интересно, что в этой саге о Гисле описывается вообще уникальный как раз пример такого мужского колдовства, когда
этот колдун из сломанного меча, там надо было отомстить одному человеку за убийство, и он из сломанного меча создает копье. И сага говорит, что на копье он вырезает тайные символы, и по сути вот это копье он как бы посвящает Одину. Точнее, он посвящает Одину того, кого это копье должно пронзить. То есть это копье создавалось с целью мести, и вот эта месть, она посвящалась Одину. Вот, очень интересный пример. Но далее тут пишется: вот справили по Торгриму тризну, и Бьорк дает многим хорошие подарки в залог дружбы. А дальше случается вот что: Бьорк платит Торгриму носу и просит его наворожить, чтобы не было ниоткуда помощи убийце Торгрима, хоть бы люди и пожелали помочь ему, и чтобы не было ему в стране покоя. Дали ему за ворожбу 10-летнего быка. То есть мы видим, что ему еще неплохо заплатили так. И вот Торгрим принимается колдовать и, приготовив себе все как обычно, сооружает помост и совершает колдовской обряд со всем возможным непотребством и злобою. Вот опять мы видим, да, вот это что-то непотребное. Ну, уже примерно понимаем, о чем речь шла. В саге об Эрике Рыжем прекрасно описывается момент, когда в Гренландии был голод, и один из крупных землевладельцев приглашает Вельву, чтобы узнать, когда этот голод закончится. У Торбьорк, это вот имя Вельвы, было в обычае ходить зимой по пирам. Торкель приглашает прорицательницу и оказывает ей хороший прием, как это бывало, когда принимали таких женщин. Что мы тут видим? Мы видим, что вот этот Торбьорк, Вельва, каждую зиму ходит по пирам. То есть ее зовут богатые люди, чтобы она прорицала. И мы видим, как это бывало, когда принимали таких женщин, что ей оказывают хороший прием. То есть мы видим, что эти вельвы на самом деле были дико почитаемы. Ей было приготовлено почетное сиденье, и на него положена подушка, которая, как полагалось, была набита куриными перьями. И сейчас вот будет интересно. Когда она пришла вечером с человеком, который выслан был ей навстречу, она была так одета. Идет описание, во что было, как выглядела вообще ведьма. На ней был синий плащ, завязанный спереди ремешками и отороченный самоцветными камушками до самого подола. На шее у нее были стеклянные бусы, а на голове черная смушковая шапка, подбитая белым кошачьим мехом. В руке она держала посох с набалдашником, оправленный желтой медью и усаженным самоцветными камушками. Пояс у нее был из трута, а на поясе висел большой кошель, в котором она хранила зелья, нужные для ворожбы. То, о чем мы сейчас говорили, да, то есть должны были быть зелья, и это делалось для того, чтобы во время ритуала было легче с помощью галлюцинаций выйти вот туда, отправиться, короче, и отдать свое тело, как бы стать одержимой. Она была обута в мохнатые башмаки из телячьей кожи, и на них были длинные крепкие ремешки с большими пряжками из желтой меди. На руках у нее были перчатки из кошачьего меха, белые и мохнатые изнутри. Она попросила, чтобы ей помогли женщины, которые знают песню, необходимую для ворожбы и называемую вардлок. И вот тут одна девушка Гудрит говорит: «Я не колдунья и не ворожея, но когда я была в Исландии, Хальдис, моя приемная мать, научила меня песне, которую она назвала вардлок». Торбьорк отвечала: «Тогда твои знания кстати». А ей Гудрит говорит: «Это такая песня и такой обряд, в которых мне не пристало принимать участие, ведь я христианка». И ей Торбьорк говорит: «Слушай, как бы давай, тут уже люди ждут, ты уж, пожалуйста, спой, и как бы все будет нормально, и твои христианские убеждения при этом никак не пострадают». Ну, в итоге, да, та спела, и в итоге обряд как бы нормально прошел. Что мы видим из этих примеров? Вельвам всегда платили за их услуги. Мы видим, что платили столько, что в принципе вот она зимой походила по пирам и спокойно могла себе жить. Далее мы видим, что они были очень богато одеты. Ну и из этого следует, да, что это были очень почитаемые женщины. То есть людей, которые умели вот совершать это колдовство, их очень ценили, они были очень такого высокого статуса.
Но тут важно понимать, что они занимались не только там прорицанием, узнать, ой, будет там голод, не будет, да, не только прорицанием каким-то, да, они занимались и реально такой чернухой, да, то есть они могли наслать болезнь, они могли там на смерть что-то колдовать. Кстати, очередной шикарный пример также вот в саге об Инглингах, тоже уникальный случай описывается. В общем, был один конунг из Свеев в Анланде. Правил после него, и он там владел богатством Упсулы. Он был очень воинственен и много странствовал. И раз он остался на зиму в стране финнов, то есть опять финны, у Сньяра Старого, и женился на его дочери Дриве. А весной он уехал, оставив Дриву и обещав вернуться на 3-ю зиму, но не вернулся и на 10-ю. И тогда Дрива послала за колдуньей Хульд. Дрива подкупила колдунью Хульд, чтобы та заманила в Анланде, да, обратно из Швеции к ним в Финляндию. Вот, чтобы она заманила в Анланде в страну финнов, либо умертвила его. Ничего себе супруга. Когда шло колдовство, в Анланде был в Упсуле, и ему вдруг захотелось в страну финнов. Но друзья его и советники запретили ему поддаваться этому желанию, говоря, что оно навеяно колдовством финнов. И тогда его стало одолевать сон, и он уснул. Но тут же проснулся и позвал к себе, и сказал, что его топчет Мара, то есть его топчет ведьма, из Финмарка. Люди его бросились к нему и захотели ему помочь. Но когда они взяли его за голову, Мара стала топтать ему ноги, так что чуть не поломала их. Тогда они взяли его за ноги, но тут она так сжала ему голову, что он сразу умер. Шведы взяли его труп, и он был сожжен на реке, что зовется Скута. Вот так вот. Тут, правда, может возникнуть вопрос, почему как бы конунга как бы с магической точки зрения никто как бы не защищал, да, от этого колдовства. И еще одна важная вещь. В начале 20 века, недалеко от Осло, в Норвегии, археологами был раскопан курган, в котором была найдена так называемая Осибергская ладья. Ладья, которая представляет собой такой роскошный дракар, и в нем были захоронены две женщины. Одна из них уже была в возрасте, пожилая, другая была помладше. И изначально предполагали, что женщина, которая постарше, была бабкой Харальда Прекрасноволосого. Да, то есть думали, что это такое королевское захоронение. Но оно на самом деле действительно такое, потому что там огромное количество сокровищ. Причем курган был разграблен однажды уже после того, как их там похоронили, да, еще в эпоху викингов. Но все равно до археологов дошло огромное количество там очень ценных предметов, уникальных. Вот, там были сани деревянные, там была такая телега огромная с искусно вырезанными узорами, и там даже изображена богиня Фрея, которая как раз обучала Одина колдовству. Сегодня вроде как ученые полагают, что на самом деле это не бабка Харальда Прекрасноволосого, а это две ведьмы. То есть мы можем представить себе, да, что самый роскошный курган, который был на территории всей Скандинавии найденных, да, что он посвящен именно ведьмам. И это очень много говорит об их авторитете. Итак, я рассказал о том, как руны использовались в древности. Мы поговорили о колдовстве. Теперь давайте рассмотрим, во что трансформировалось, да, вот руническое искусство со временем. Я уже упоминал о том, что в средневековье младшие руны, их судьба как бы раздваивается. То есть, с одной стороны, это уже такой полностью десакрализованный алфавит, а с другой стороны, некоторые люди продолжают видеть в них знаки силы и магию. Да, возможно, уже не так, как это было в древности, когда за каждой руной, да, там стояли божественные силы. Вот эта раздвоенность, она переходит в самую архаичную страну Скандинавии, в Исландию. Мы помним, что исландцы позднее всех приняли христианство. И датский ученый по имени Оли Ворм, ученый 17 века, пишет о том, что у исландцев было два вида рун. Это книжные руны
и волшебные руны. И действительно, исландцы изобретают свой собственный футарк, у них свои как бы руны. Это черный ряд, руны, которые используются для, там, например, наведения порчи, для негатива, да, и белый ряд, руны, которые должны как бы противостоять этому всему. То есть, например, с помощью белых рун можно было излечиться от болезни, потому что считалось, что болезнь — это дело рук злых духов. Также у исландцев появляется такой уникальный вид магии, как гальдраставы. Это руническая магия. Вот так выглядят вот эти вот, можно сказать, рисунки. И происходит здесь ключевой момент. Видимо, прерывается некая традиция передачи владения руническим искусством от учителя к ученику. И руны становятся таким достоянием простонародья. То есть руны уже может использовать продавец, купцы, там, фермеры, рыбак может начертать руну или гальдрастав для богатого улова. Но эти люди всегда рисковали тем, что могли очень просто попасть на костер. И последний такой случай был в 1626 году, когда сожгли 22 исландца за то, что их подозревали в колдовстве и, естественно, в использовании рун. Далее начинается такой период, я бы его назвал период ученых мужей, таких как Оли Ворм, о котором я уже сказал, и был еще один исландец по имени Арни Магнусон. Был уникальный человек, его семья коллекционировала древние книги, у них была своя библиотека и было огромное количество книг по истории Исландии, по германо-скандинавскому язычеству и также по магии. Тут важно понимать, что у исландцев по Исландии ходили так называемые черные книги. Это книги по магии, в которых как раз была магия рун и вот те самые гальдраставы. Кстати, если мы посмотрим вот эти книги, да, мы посмотрим на гальдраставы, мы можем обратить внимание на то, что в них очень много христианских символов. Да, мы видим кресты, мы видим имя Иисуса, там, Соломона, Давида. И это уже такое влияние западноевропейской магии, потому что в Западной Европе там практиковалась магия Соломона, да, то есть вот гримуары. То есть какой-нибудь, например, итальянский маг с мечом в руках возле хрустального шара, он взывает к древнейшим сущностям, там, к демонам, к ангелам, он там повелевает ими. Ему надо найти огромное количество каких-то дорогущих ингредиентов, да, то есть такая магия богатых аристократов. А вот в Исландии, мы понимаем, там был очень такой жесткий климат. Там люди как бы по сути выживали. И там должна была быть магия гораздо проще. И поэтому там человек мог вырезать руну, гальдрастав, окропить, например, это кровью, и это все прекрасно работало. То есть там не было времени для всех вот этих западноевропейских ритуалов. Но в книге вот эта вот традиция, да, там вот эта традиция каббала, да, чисто западноевропейская, это все проникло, потому что в Исландии, ну, как мы видим, было некое двоеверие, то есть страна как бы вроде христианская, но вокруг у тебя как бы все практикуют языческую магию. Интересно, что вот эти вот книги черные, часто авторство приписывается священникам. И, например, самая древняя исландская такая черная книга, считается, что ее автор был вообще епископом. Почему? Давайте представим такую ситуацию. Священник, который находится в Исландии, он оказывается в стране, в которой, в отличие от других скандинавских стран, да, таких как там какая-нибудь Швеция, Дания, таких уже более-менее цивилизованных, этот священник в архаичной Исландии, где люди верят в эльфов, в троллей, кто-то занимается некромантией на кургане. Кстати, исландская некромантия — это такая отдельная тема для видео. Если вам интересно, напишите в комментариях. Ну вот, и священник
оказываясь в таком месте, он должен как-то с этим взаимодействовать. То есть он должен показывать как бы силу Христову, но как бы он это делает, используя также и какие-то языческие моменты, да, в магии. То есть он в любом случае должен обращаться к этому и уметь этим пользоваться. Вот, то есть в этом смысле Исландия вообще уникальная страна. Ну вот, и у Арни Магнусона огромное количество таких книг. Он переезжает со своим отцом в Копенгаген и берут с собой эту библиотеку. А умные исландцы, они очень часто отправлялись на обучение именно или в Германию, или в Данию, в Копенгаген, потому что в Исландии университета не было. Ну вот, и, к сожалению, в Копенгагене проходит большой пожар, и 2/3 книг вот этого Арни Магнусона, они сгорают. И сгорает огромное количество, конечно, книг по язычеству и магии. Но у него был очень талантливый ученик, которого звали Йон Олафсон. И вот этот Олафсон, он был эрудитом, который по памяти восстановил некоторые книги. И также он потом позже выпустил трактат под названием «Рунология». И благодаря таким трактатам сегодня мы примерно можем понимать, что означали те самые древние 24 руны старшего Футарка. Также был еще один ученый муж, звали его Йохан Бюре. Он был советником шведского короля Густава Адольфа. Да, то есть он был в Упсальском университете, по-моему, возглавлял кафедру истории. Ну вот, и он был меценатом, библиотекарем и эзотериком. И такие люди, как он, создают такую вещь, как эзотерическая рунология. Да, и с тех пор рунология стала научной дисциплиной. Да, то есть руны, как бы руны, их изучение, это все вошло как бы в такую общеевропейскую магическую традицию. Далее, как бы рунами занимаются только ученые. И уже в середине 19 века появляется такая вещь, как пангерманизм. Да, то есть это фелькиш-движение, это такие люди, как Гвидо фон Лист. Помните, я снимал видео о ватанизме, рекомендую его посмотреть. Вот, и там я об этом уже рассказывал. То есть Гвидо фон Лист, потом общество Тулле, Ананербе. Это были те люди, в которых пробудился вот этот интерес рунического возрождения. Но их интерес это было именно магическое использование рун. То есть они уже в 20 веке видели в рунах сакральные символы. Вот, так что история рун, она очень длинная и интересная. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч.